Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Стиль, сила, власть с едва заметным налетом романтики. Таков, на первый взгляд, характер новой коллекции дома Fendi осень-зима 2024-2025. Презентация состоялась на неделе моды в Милане и оказалась не только фэшн-парадом вещей класса люкс, но и превосходным визуальным пособием с массой любопытных приемов по стилизации образа. По заявлению креативного директора бренда, вдохновляющей музой в создании модной линейки для него всегда была и остается Delfina Delettre Fendi. Как утверждает Ким Джонс, он всегда восхищался и продолжает восхищаться ее умению выбирать роскошную, но при этом функциональную одежду. Со слов кутюрье, «Я всегда буду это говорить, потому что она такая шикарная и из-за того, как она одевается». В процессе творчества модельер также не в первый раз обращается к архивам дома моды. Нынче в поле зрения Джонса попал 1984. Эскизы тех лет напомнили время, когда влияние британских субкультур стало глобальным, когда в форме и точности безупречного пошива явно прослеживался стиль японских дизайнеров, а еще отсылкой к истории Древнего Рима и к искусству эпохи Возрождения. Все эти референсы нашли отражение в представленной на миланском подиуме коллекции, которая словно вдохнула в себя ароматы Старого Рима, Японии и классического Лондона. За восточные ноты здесь отвечал характерный крой застегнутых на запах рубашек с воротниками-стойками и жакетов, которые модели носили с брюками или юбками. Лондонская беззаботность поселилась в уютном трикотаже, а строгость в практичной одежде из кожи. Романскую душу самого дома Fendi дизайнер передал посредством уникального принта и фактурного декора. Все это, друзья, вы увидите при дальнейшем просмотре. Рисунок в виде статуи одной из древних богинь смотрится очень эффектно. Впрочем, вышивка бисером в форме крупных горошин тоже привлекает внимание. Цветной узор на прозрачной ткани будто танцует и задорно подмигивает. Что бы еще интересного я хотела отметить? В гардероб на холодный сезон Джонс, например, включил базовый свитер, джемпер, но здесь важен другой момент, а именно неординарный совет от дизайнера, как лучше носить трикотажные вещи. Ведь многие оказались надеты лишь на одно плечо, либо сложно задрапированы. Так что внимательно смотрим, запоминаем и пробуем повторить. Я думаю, вам на это, друзья, понадобится совсем немного времени и сноровки. Следующий необычный стайлинг-трюк – боди из тонкого трикотажного полотна в рубчик, которое теперь можно вовсе не застегивать и носить поверх пояса кожаных брюк либо юбки. А вот изюминкой коллекции многие поклонники бренда назвали вязаное болеро в тандеме с шапочкой-балаклавой. Они подчеркнули акцент на силуэте и форме, добавили сложности и тепла, идеально отражая суть модного образа на холодный сезон. Еще один хит показа – стильная обувь. Это универсальные жокейские сапоги и ботфорты со свободным голенищем. Не менее высокую оценку от публики получили массивные украшения из позолоты и кожи, оригинальные митенки-трубы и сумки с дополнительным обвесом, будь то мешочек-кисет или футляр для чупа-чупса. Пару слов напоследок о цветовой палитре. Нынче у Fendi в приоритете природные земляные оттенки. От хаки до коричневатого есть элегантный синий, приглушенный желтый, немного бордовых и фиолетовых красок. Роскошь в новой коллекции сегодня дизайнером переосмыслена в средства комфорта и уверенности. Гармоничное сочетание игривости и практичности, где место нашлось и салонной изысканности, и простой уличной чувственности. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем модные образы в комментариях. Скажу большое спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Всем красоты, хорошего дня и солнечного, позитивного настроения!